Грибок или анихомикоз – это инфекция ногтей, вызванная грибками. Он может привести к изменению цвета, формы и текстуры ногтей, а также вызвать их отслоение от ногтевой пластины. Лечение обычно включает применение антимикотических препаратов как местно, так и системно, а также соблюдение гигиенических мер. Грибок у ногтей может возникать по разным причинам, включая через контакт с инфицированными поверхностями в общественных местах, таких как бассейны, душевые, раздевалки, спортивные залы, травмы или повреждения ногтей, которые могут создать условия для роста грибков. Носки, обуви, которые не пропускают воздух, создавая темные и влажные условия, идеальны для размножения грибков. Ослабленный иммунитет, который делает организм более уязвимым. Ношение обуви, которая не дышит, или синтетических носков, что может способствовать развитию грибковых инфекций. Нарушение циркуляции крови или другие медицинские состояния, такие как диабет, которые могут увеличить риск развития грибковых инфекций ногтей. Передача инфекции от других пораженных участков тела, таких как кожа или волосы. Профилактика включает в себя соблюдение правил гигиены, ношение дышащей обуви и носков, своевременное лечение травм ногтей, а также избегание контакта с инфицированными поверхностями в общественных местах. Симптомы грибковой инфекции ногтей могут включать изменение цвета ногтей, такое как желтизна, белые пятна или черные полосы, толстота или изменение формы ногтей, хрупкость или ломкость ногтей, отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа, изменение текстуры ногтей, например, появление борозд или впадин, болезненность или дискомфорт вокруг ногтей, неприятный запах. Прежде чем продолжить просмотр видео, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать регулярное обновление наших новых выпусков. Деформация ногтей может быть одним из симптомов грибковой инфекции. Грибковая инфекция может привести к изменению формы, текстуры и цвета ногтей, что может привести к их деформации. Также стоит учитывать, что деформация ногтей может быть вызвана и другими причинами, такими как травмы, болезни или нарушение роста ногтей. Если вы обнаружили деформацию ногтей, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения. Нарушение структуры ногтей может быть одним из признаков грибковой инфекции или других медицинских состояний. Это может проявляться в виде изменения текстуры, толщины, ребрости или бороздатости ногтей. Нарушение структуры ногтей может также быть вызвано травмами, плохой гигиеной, недостатком витаминов или другими факторами. При грибковой инфекции важно своевременно обратиться к микологу, чтобы выполнить комплексное лечение. Несмотря на то, что сначала инфицирование задействует только верхние роговые слои ногтя, в итоге оно может привести к прогрессированию по всей коже, осложнениям, отражающимся на организме девушки. Часто используется димексид от грибка ногтей на ногах или руках. Средство имеет достаточно сильное действующее вещество, поэтому его рекомендуют микологи при активных или запущенных формах поражения. Состав и фармакологические свойства димексид имеют форму раствора, поэтому применяется он стандартно в виде примочек на пораженных ноготках или чувствительных зонах эпидермиса. Стандартно различается жидкость в бутыле объемом 50 или 100 мл. Для использования средства разбавляется дистиллированной водой для понижения концентрации действующего вещества. Димексид от грибка имеет 5 направлений воздействия. Антибактериальное. Останавливается размножение бактерий, предотвращается прогрессирование грибка. Дезинфицирующая. Натуральная микрофлора ногтевого ложа восстанавливается,
нормализует кислотный баланс, что способствует отрастанию здорового ноготка. Антимикотичные. Полное разрушение патогенных микроорганизмов путем разрушения их клеточной мембраны. Нейтрализация воспалительных прогрессов. Восстановление местного иммунитета, что предотвращает повторное появление грибка на маникюре или педикюре. Димексид важно использовать грамотно, учитывая рекомендации врача, так он быстро восстановит ноготь, разрушив микроорганизмы. Как использовать димексид против грибка? Использовать гель нужно как стандартную противогрибковую мазь. Он наносится на пораженную поверхность в чистом виде и втирается массирующими движениями. Однако можно с его использованием делать компрессы на ночь. Для этого он наносится на пораженную зону, а сверху обматывается пищевой пленкой. Дополнительно рекомендуется надеть хлопковую перчатку или носки для повышения эффективности процедуры. Для эффективного использования димексида рекомендуется делать компрессы с использованием жидкости. Для этого лекарство наносится на ватный диск и прикладывается к пораженной части. Вата может быть больше больного ногтя, так как средство не оказывает негативного воздействия на кожу. Компресс рекомендуется обматывать вощаной бумагой или целлофаном. Методы можно чередовать, а сверху он обматывается лейкопластырем. Для проникновения полезных микроэлементов в структуру достаточно 15 минут, а затем примочка удаляется, руки мыть не нужно. Учитывайте некоторые рекомендации при применении димексида в лечении грибка. Первое. Смешать препарат от грибка с водой нужно заранее. Рекомендуется делать его за 10-12 часов до выполнения примочки. Готовая смесь имеет срок годности, поэтому спустя 14 часов после ее приготовления наносить на зараженный грибком ноготь не рекомендуется. Вместо ваты можно использовать мягкую хлопковую ткань, сложенную несколько раз. Однако учитывайте, что она должна быть натуральной и абсолютно чистой, так как краситель может впитываться в ноготь, из-за чего они испортят эффективность проводимых манипуляций, привести к появлению аллергических реакций, раздражения. Закреплять примочку на ночь не рекомендуется, чтобы избежать образования раздражения и индивидуальной непереносимости действующего вещества. Оптимальное время до 20 минут. Стандартно при грамотном выполнении процедур димексид обеспечивает достаточно быстрое восстановление ногтей. Спустя месяц после начала лечения можно устранить начальную стадию, спустя 2-3 месяца активную, а при устранении запущенной формы период лечения занимает до полугода. Независимо от используемой формы выпуска, применять димексид можно ежедневно до полного устранения грибка и реабилитации ногтевой поверхности. Связано это с безопасностью действующего вещества, поэтому используется препарат иногда для профилактики грибка. Также предотвратительно можно сделать распаривающую ванночку, чтобы действующее вещество быстрее проникало в структуру ноготка. В теплую воду можно добавить вспомогательные компоненты, эфирное масло, морскую соль, соду, лимонный сок, противогрибковые капли, йод, марганцовки и так далее. Димексид – распространенное лекарственное средство против грибка, имеющие вид лечебного геля или раствора. Назначаются они исходя начального состояния натурального маникюра, а также степени его повреждения грибковой инфекции. Препарат безопасен, если соблюдать ограниченные по состоянию здоровья и особенности его предварительной подготовки, поэтому использовать его можно даже на здоровой коже для профилактики заражения. Данный канал не предоставляет медицинских консультаций. Вся информация предоставлена исключительно для ознакомительных целей. Если вам требуется консультация, пожалуйста, обратитесь к врачу. Подпишитесь на наш канал,
чтобы не пропустить новые публикации.